11 ноября 2025 года стало трагическим днем для военно-воздушных сил Турции. В труднодоступной горной местности муниципалитета Сигнахи на грузино-азербайджанской границе потерпел крушение военно-транспортный самолет Lockheed C-130E Hercules, следовавший из азербайджанской Гянджи в Турцию. На борту находились 20 человек, включая летный экипаж и высококвалифицированных военнослужащих, ранее участвовавших в обслуживании истребителей F-16 на масштабном военном параде в Баку. Все находившиеся на борту погибли. Министерство национальной обороны Турции подтвердило факт катастрофы и начало совместную поисково-спасательную операцию с грузинскими и азербайджанскими властями, которые выразили глубокие соболезнования. По предварительной информации, среди погибших были 5 офицеров, подполковник, 2 майора и 2 старших лейтенанта, а также 15 сержантов и технических специалистов. Эти данные подтверждают, что на борту находился высококвалифицированный технический и командный состав, что делает крушение особенно серьезным как с человеческой, так и с организационно-технической точки зрения. По оценкам специалистов, самолет перевозил не только личный состав, но и оборудование и запчасти для F-16, что подчеркивает важность миссии и ответственность, возложенную на экипаж. Расследование инцидента, начатое грузинскими властями по статье о нарушении правил безопасности полетов, повлекшим гибель людей, сосредоточено на 2 основных версиях. Первая касается технического состояния самолета. C-130E Hercules – модель, сошедшая с конвейера Lockheed несколько десятилетий назад, и несмотря на модернизацию по турецкой программе RCS, включающую обновленную авионику, навигационные системы и новые дисплеи в кабине, остается машиной почтенного возраста. Эксперты отмечают, что усталость металла или коррозия могли спровоцировать разрушение конструкции в полете. Вторая версия связана с неправильной загрузкой и закреплением груза. В военно-транспортных самолетах малейшее смещение тяжелого оборудования или запчастей может критически нарушить балансировку, вызвать неконтролируемые вибрации и привести к структурным повреждениям, способным вызвать катастрофу. Дополнительные данные из анализа видеозаписей крушения, где отсутствовала хвостовая часть самолета, позволяют предположить разгерметизацию или внутреннюю деградацию конструкции еще до падения. Это дает основание полагать, что катастрофа могла произойти в несколько этапов. Первичная структурная неисправность, последующая разгерметизация и разрушение в воздухе. Ключевое значение для окончательного установления причин будут иметь данные бортового самописца, который был оперативно найден и извлечен. Тем не менее, как часто бывает в военных авиакатастрофах, остается вопрос, будет ли полная и достоверная информация обнародована. Помимо технического аспекта, крушение приобрело значительный геополитический подтекст. Оно произошло вскоре после того, как Турция предприняла дипломатические меры в отношении Израиля, включая выдачу ордера на арест премьер-министра Нетаньяху и всего военно-политического руководства страны. Некоторые медиа сразу начали строить параллели между этими событиями, что добавило трагедии эмоциональный и символический вес. Армянские источники, включая заявление бывшего советника президента Армении по нацбезопасности Владимира Погосяна, интерпретировали катастрофу как божье наказание для участников Парада Победы над Арцахом, что подчеркивает, насколько историческая память и региональные конфликты переплетаются с восприятием событий. Даже сообщение о полете американского C-130J-30 с неопознанным БПЛА и вертолетом близ Тбилиси после катастрофы использовалось в дискуссиях как косвенный сигнал внешнего влияния, хотя официальные расследования не подтверждают никаких угроз со стороны третьих стран. Региональная ситуация на Южном Кавказе остается крайне напряженной. Военный парад в Баку, на котором находились погибшие турецкие военнослужащие, стал индикатором разделения в международных отношениях. Некоторые иностранные послы и делегации ключевых стран Европы проигнорировали участие в мероприятии, что местные СМИ расценили как подтверждение сохраняющейся проармянской ориентации внешней политики отдельных государств.
Одновременно продолжаются переговоры между Арменией и Азербайджаном по делимитации границы и обмену анклавами, решения по которым могут включать референдум на территории Армении. Армения, в свою очередь, продолжает активно укреплять оборонительные позиции в Сюнике и на других стратегических участках. Публичные заявления властей о строительстве укреплений и подготовке оборонительных сооружений часто интерпретируются провластными СМИ Азербайджана как подготовка к наступлению. На самом деле, эти действия представляют собой стандартные меры защиты территории и населения. Укрепления предназначены для отражения возможной агрессии, а не для нападения, что особенно важно учитывать на фоне роста оборонного бюджета Азербайджана и демонстрации вооружений на недавнем параде. Крушение турецкого самолета стало трагическим событием, выявившим не только уязвимость техники и человеческий фактор, но и сложную сетку геополитических отношений в регионе. Даже технический инцидент приобретает символический и политический вес, поскольку затрагивает вопросы доверия, безопасности и стратегического баланса. Важно отметить, что аварии с участием военно-транспортных самолетов подобного типа всегда становятся катализаторами более широкого анализа. От состояния вооруженных сил и технического уровня обслуживания до вопросов международной координации и совместных поисково-спасательных операций. В случае с Си-130Е «Херкулес» крушение показало, насколько критичны процессы модернизации и контроля над эксплуатацией устаревающей техники, даже если она проходит регулярное обновление в рамках официальных программ. С учетом всех факторов, трагедия 11 ноября является не только трагическим эпизодом для Турции и погибших военнослужащих, но и маркером сложной региональной динамики. Она демонстрирует, что любые операции в зоне повышенного геополитического внимания несут комплексные риски – технические, человеческие и дипломатические. Одновременно событие подчеркивает необходимость прозрачности в расследованиях, международного сотрудничества и внимательного анализа всех аспектов, которые могут повлиять на безопасность и стратегическую стабильность в Южном Кавказе. Таким образом, крушение турецкого военно-транспортного самолета на границе Грузии и Азербайджана остается событием, которое объединяет трагические человеческие последствия с вопросами технической безопасности и геополитической напряженности, создавая комплексный кейс для изучения и анализа на всех уровнях, от военного и дипломатического до историко-политического. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на Регньюз, чтобы не пропускать самые важные и актуальные новости мира и Южного Кавказа.